Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и разумеется это IQOO 10 Pro от корпорации BBK, подраздел Vivo. И к чему это все? К тому, что здесь зарядка на 200 Вт, вы ощущаете? К тому, что здесь самый последний процессор, самая последняя оперативная память, здесь 120 Гц экран, здесь LTPO 3 версии, максимальное разрешение, и это просто цвет, блеск, красота, и все бы было хорошо, если бы не две неприятные вещи. Первое, до него был Vivo X80 Pro, и лучше он или хуже вы узнаете в конце ролика. И второй момент, то что глобалки у IQOO 10 Pro не будет никогда, и вы видите, как ему тяжело против солнца снимать, правда? Разумеется, съемка ведется на него, микрофоны его родные, 4К 60 FPS, смартфон мне понравился, гонял его на Твиче на лайв-канале, выгрузил двухчасовой стресс-тест, назовем это так, одновременной игры и стриминга, притом без карт захвата. Смотрим! Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем обозревать с вами IQOO 10 Pro. Чем интересен лично мне этот смартфон? В первую очередь тем, что у меня был IQOO 9 Pro. Во вторую очередь, что, видите, здесь можно так распаковать, это бренд BBK. У меня версия 12256. То есть это такой а-ля игровой монстр. Разумеется, я взял соответствующую расцветку. Почему? Потому что, если брать IQOO, то однозначно вот такое. В чем его прелести? В первую очередь, сейчас барабанная дробь. Я думаю, вы будете долго и упорно удивляться, если кто не в курсе. Нет, дело не в белом чехле. И дело даже не в том, что здесь безумно пахнет химией. 200 Вт зарядка. Зарядка уже 200 Вт. То есть это даже не игровой ноутбук, это смарт. Что я здесь вижу? Здесь я вижу нелюбимый мной экран водопад, с одной стороны. С другой стороны, я вижу здесь очень интересное решение в виде синенькой кнопочки. И почему я говорю о дизайне? Потому что плюс-минус флагманы сейчас одинаковые. А когда мы смотрим на то, что Type-C-шник вроде бы расположен по центру относительно грани верхней, но боковых, а получается Type-C-шник неровно. Мне вот сразу бросилось в глаза. Вам, возможно, это не бросится. Следующий момент, который я сразу вижу, вроде бы это флагман. Но я не вижу здесь направленного микрофона у основной камеры, тоже фейл. Я вижу здесь инфракрасный порт, но, разумеется, я не вижу здесь мини-джека. По поводу защиты от влаги у меня серьезные сомнения, потому что, учитывая, как вот это дело сейчас выглядит, мне кажется, что защиты от влаги тоже здесь нет. Хотя, возможно все. Чехол защитный. Довольно просто в него помещается смартфон. Это удивительно. Это будет грязным практически сразу. Я уверен, что максимум ему жить недели 3 до того момента, как вам надо будет искать либо новый чехол, либо что-то с этим делать. Достаем мы лоток для 2 физических сим-карт памяти. Он прорезинен. Вполне возможно, здесь как-то где-то в рекламе, так же как у Oppo Find X5 Pro, напоминаю, посмотрите обзор, есть защита от влаги. Vivo X80 Pro и еще много всего являются флагманами, и поэтому защита от влаги это must-have. Это дело весит не так уж и много. Вот здесь кажется, что карбон, здесь кажется, что кожа. Из ощущений первых 200 Вт. В первую очередь из-за этой штуковины я купил данный смартфон. Камеры внешне большие, впечатляющие, без, как у 12S Ultra с оптостабом, лютого дребезжания. Здесь есть дребезжание, но 12S Ultra, посмотрите обзор на канале, либо Xiaomi 11 Ultra, здесь рядом не лежали, у них как погремушки. И Origin OS. В целом, напоминаю, что во всем бренде BBK, вот в этих смартфонах, несмотря на то, что это китайская версия и в принципе IQOO не представлен на российском рынке, все на русском языке. Никаких особых проблем именно с языком здесь не будет. Все русский, начало работы, дальше начинаю начало работы, дальше принимаю соглашение, и SimplyClave мы имеем смартфон, который уже на русском языке. Вопрос будет только в бендах. 165 мм в высоту, в ширину 75, в толщину с блоком камер будем стараться не царапать. 11,1 мм, это прям очень неплохо. И без блока камер 9,5 мм. Безумных каких-то возгласов и воплей у меня нет, потому что у меня был 9 Pro, и вот все продолжается. То есть дизайн классный,
в руке лежит удобно, водопады не нравятся, фронталка по центру не нравится, отсутствие мини-джека не нравится, что Type-C не по центру, а все остальное цвет, блеск, красота. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Скоро еще смартфоны будут разыгрываться, поэтому обязательно подписываемся на канал с колоколом. Пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, и читаем описание. Перейдем же к смартфону. Полетели. На руках у меня китайская версия смарта, и не факт, что будет глобалка. Поставляется данный девайс в черной и белой расцветке. Дизайн смартфона практически такой же, как у 9 Pro. Тыльная часть выполнена под силиконовую кожу, а рамки алюминиевые в руке без чехла, как и с чехлом, лежит удобно, но выскальзывает. Одной рукой пользоваться смартфоном можно, но не всякому. Все-таки ладонь должна быть большая. Сборка хорошая, как и материалы. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости. Далее есть разъем USB Type-C версии 2.0, что, конечно, вообще не радует. Кое-где пишут 3.1, кое-где пишут, что 2.0. По факту здесь 2.0, и это плохо. И да, сегодня, кстати, у меня будет топ-10 смартфонов для съемки видео, по моему мнению, и 20 вещей, на которые нужно обращать внимание. Будет стрим, я его, скорее всего, сохраню, так что смотрим, ознакомливаемся и решаем для себя, что вам важно в смартфоне. 2 микрофона и К-порт в наличии, а мини-джека не завезли. Динамики основной и разговорный, который также выступает в роли основного. Звучание хорошее, но не больше. Стереоэффект в наличии, но он с перекосом. В настройках, разумеется, есть раздел с режимами настройки звука. К примеру, можно включить звук высокого разрешения и воспользоваться Hi-Fi режимом и аудиоэффектами, но кастомного эквалайзера в стоке здесь нет, это тоже фейл. Защиты от пыли и влаги у смартфона официально в рекламе нету. К примеру, у Vivo X80 Pro, на который обзор уже есть на моем канале, она есть. Или у Oppo Find X5 Pro, как мы помним, это тоже корпорация BBK. Да я почти все топлю, у чего есть защита от влаги. Посмотрите, скоро будет Samsung A53. Выжил или нет? Вопрос, правда? Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED E5 дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей. Очень крутое разрешение. Экран LTPO 3.0 с закругленными краями, что я не особо люблю, и с этим делом играть не особо комфортно. Контрастность 8 миллионов к 1, широкая цветовая гамма DCI-P3, HDR10+ на борту, глубина цвета 10 бит. Плотность пикселей с запасом 518 ppi. Пиковая яркость 1500 нит, при этой яркости даже в пасмурный день мне не совсем было комфортно пользоваться смартфоном. Но в целом, если не придираться, яркости однозначно хватает. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также и 60 Гц и автогерцовка. В настройках можно включить высокую частоту обновления экрана для отдельного приложения, что удобно. Touch 300 Гц, тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, и результат далеко не лучший. DC-димминг должен быть вшит, но это маловероятно, потому что шим на 100% яркости 34%, на 50 61, на минимальный 38, на нуле 15. Конечно, они не космос, как у Samsung, который переваливает за 100%, но хотелось бы однозначно лучше. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее, мультитач на борту на 10 касаний, экран откликается неплохо. Разблокировать экран можно при помощи ультразвукового 3D-сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев расположили на удобном месте, работает он отлично и довольно быстро, но я встречал куда более лучшие датчики отпечатков пальцев. К примеру, в том же Samsung S22 Ultra. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Далее интерфейс, как вы могли заметить, доступен на русском языке, и шрифт можно поменять, что хорошо. Цветопередача отличная, четкости достаточно. Вдобавок, в настройках, разумеется, можно все подогнать под свои предпочтения. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, плюс здесь есть чип V1+, для фото и видео. Графический процессор Adreno 730, интерфейс Origin OS Ocean 12 на базе Android 12. Оперативная память LPDDR5 доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Виртуальное разрешение ОЗУ есть до 4 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 или 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей. Для 4G бенды 7 и 20 на борту. Так что можно считать почти
глобалка. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора приемлемое, проблем с датчиком приближения и микрофоном у меня не было. Запись разговора на борту без уведомления о начале записи. VO LTE завезли, а VO Wi-Fi нет. Вибромоторчик хороший, настроить силу вибрации можно, как и тактильный отклик. Для игр есть 4D вибрация, которую можно включить в настройках, но она работает только в играх, в которых эта функция оптимизирована. Bluetooth предпоследней версии 5.2, при том, что в Antutu показывает 5.3. Вот такая вот магия программ, правда? NFC смартфон, разумеется, поддерживает. На данный момент можно стандартно установить MirPay, спокойно оплачивать покупки. Хоть на Киеве карточку заводи и оплачивай. Из навигации на борту GPS GLONASS, а GPS Galileo Beidou. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, что для данного процессора стандартно. Емкость аккумулятора 4700 мАч. PC-марки выдал хорошие 8 часов 21 минуту и осталось 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости и максимальном разрешении экрана. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 200 Вт, быструю беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную зарядку на 10 Вт. Заряжается с 0 до 50% за 4 минуты 30 секунд, от 0 до 70 за 8 минут 40 секунд, уже на 60 Ваттах от 0 до сотки за 15 минут. К слову, в телеграм-канал Взаимопомощи я скидывал фотографии, насколько мощность данной зарядки прыгала в зависимости от процента заряда смартфона. Заявленных 11 минут я не увидел, но 4 минуты с копейками 50% это круто. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает 15% заряда. За 2 часа игры в PUBG одновременном стриминге на Твиче уходит 44% на максимальных настройках графики в режиме Monster и 100% яркости. Смартфон не сбрасывал яркость, что хорошо, играть было комфортно, никаких лагов или фризов я не наблюдал. В Genshin Impact играть также можно без проблем, картинка плавная, без подвисаний. В настройках есть ультраигровой режим, в нем много различных настроек для любителей поиграть в игры на смартфоне, за что отдельное спасибо производителю, но это тоже стандарт, все как у всех. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит неплохо. 299 гипсов минимально, максимально 377, в среднем 346 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1319, в мультикоре 3820, 3D Mark показал Wildlife максимально, Wildlife Extreme 2763, Wildlife Stress Test 10604, Wildlife Extreme Stress Test 2781, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. В Antutu выдал результат в 1 миллион 74 тысячи попугаев. Storage Test показал отличные 78 тысяч. 55-минутный стресс-тест прошел. Результаты вы можете наблюдать на экране. Результаты теста искусственного интеллекта 3 миллиона 55 тысяч. Круто! Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Используется система Micro PTZ. Основной широкий сенсор на 50 мегапикселей с оптической и цифровой стабилизацией. С сенсорной автофокусировкой. Сверхширокий сенсор Samsung JN1 на 50 мегапикселей с углом обзора в 150 градусов. И портретный сенсор на 16 мегапикселей с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Также имеется 40-кратный цифровой зум. Запись видео доступна в максимальном разрешении основного модуля 8К 30 FPS, 4К 60 FPS, разумеется, на борту. Стандартная стабилизация работает в 4К 60 FPS и ниже. Суперстаб работает с 1080p 60 FPS. Горизонтальная стабилизация работает только при 1080p 30 FPS, а в 8К 30 FPS стабилизации нет. Замедленная съемка максимум может снимать в 1080p 240 FPS. В стоке имеется достаточно различных режимов как для фото, так и для видеосъемки. К примеру, режим микрофильм, снимки в движении или долгая задержка, рыбий глаз и так далее. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Не люблю я, когда так все расположено, но это опять же мои хотелки. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS у фронталки, лучше бы ее не было. В целом от видеосъемки я ожидал однозначно лучшего. Фотосъемка же хорошая. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 FPS у дороги. Одной рукой веду плавно и все хорошо с картинкой по мне. Во всяком случае, когда стоишь, а вот когда идешь, довольно неплохо тоже. Разумеется, также есть двухоконный режим, но фронталка не вытягивает. Можно, наверное, поменять? Нет, нельзя. Это Суперстаб 1080p 60 FPS. Суперстаб отрабатывает. Сейчас посмотрим как. Точнее, увидите вы. Заодно смотрим, что с автофокусом в 1080p 60 FPS все отлично. А вот теперь 4К 60 FPS
Все так же отлично. Почти. Да, подумывает он, конечно. К слову, ультраширик тоже может снимать в 4К 60 FPS. И это прям неплохо, как вы видите. Получается, горят фонари и уже смеркается. Но съемка по мне нормальная. Вот она, любимая-нелюбимая локация всех фронталок за последний год. Лестница. Постоянно меняющееся освещение, движение. Освещение, которое не предполагает, что что-то будет хорошо. И самое интересное, это выход на ночную улицу, которая тоже освещена, но не обладает таким же светом, такой же температурой и яркостью. Ну, в целом, если бы не было разрешения 1080p 30 fps, я бы сказал, все неплохо. Но я понимаю, что вот эта неплохо выглядящая штука на смартфоне при попадании на компьютер и просмотре где-нибудь на планшете хотя бы, либо на мониторе размером дюймов так 15-17, уже будет все плохо, не говоря уже о телевизоре, стационаре 27-32 дюйма и всем остальном. То есть роллинг шаттера у нас стандартно для BBK нет. В целом никаких там зайчиков никто не ловит. Но помнить нужно, что вот этот вот X2 абсолютно бесполезный, с таким разрешением не вывозит ситуацию. 4К 60 FPS, эффект рыбий глаз. Очень странная штука. Видите, как все выглядит ночью. Странно. Можно, разумеется, включить, получается, усиление голосов, либо включить автоматически, либо не автоматически работу, либо автоматическую, либо не автоматическую работу диода. Извините, 2 часа ночи, заговариваюсь. Это у нас ультраширик 4К 60 FPS, тоже ночью. Тоже неплохо, если встать вообще совсем хорошо. И если на ультраширике мерцание заметно, на основной камере, на нашем любимом ширике в 4К 60 FPS все хорошо. Автофокус работает отлично и радует. X3, куда без него, ночью на видео шумы. Ну что, очередное, не знаю, нововведение у IQOO. Ночные фото делаются безумно долго, включая фронталку. То есть, если там указано 2 секунды, наверное, у основной камеры нужно ждать секунды 3 неподвижно. Фронталку сходу вы не поднимете. Да, она снимает вообще супер классно, даже в исходном, без улучшалок с одной стороны. С другой стороны, вам просто необходимо будет остановиться, зафиксировать, наверное, на секунды 2-3 смартфон, несмотря на то, что вы благополучным образом не будете видеть, что смарту нужно это время. Вот так. Любимые часы, ночь. И вот так вот классно он у нас снимает и диоды, и неоновые вывески, и другие неоновые вывески. Пусть и не идеально, но все равно. В целом аппарат ночной видеосъемкой с основной камерой прям вообще радует. Лично меня. Опять же, нужно будет смотреть все это дело на компьютере. Но пока все окей. X3, ночь с 2 рук. Видео. Стою неподвижно вроде бы. Да, нужна рука как штатив, когда ты килограмм 120 и можешь просто спокойно орех руками. На фото максимум X40, и я скажу, что это дело даже ночью смотрибельно. Фото увидите примеры. Я никогда не устану фронталку тестировать в переходе. Почему?
потому что это самое, наверное, мракобесное место для примеров съемки, с одной стороны. А с другой стороны, я хочу отметить, что многие смартфоны, вот сейчас я, допустим, вижу, что он плохо снимает, но когда я посмотрю уже на компьютере, вполне возможно, что алгоритмы довезут все это изображение примерно так же, как с портретом у айфона, допустим, с портретным режимом. Или так же, как у меня было, получается, с Realme GT 2 Master Explorer Edition. Я на него ругался, говорил, что все плохо. По факту я посмотрел на компьютере и потом в ролике, ну прям достойно. Поэтому смотрите, оценивайте сами. Вот так все это дело выглядит на основную камеру. Я имею в виду цветовую гамму и температуру света, смотрите, самое главное. 1080p 30 fps, фронталка вы не видите, а здесь есть облака. Вот так. Куда ролик без утки? 4К. 60 fps. Близко не подходи туда. И X. 5. Десять. Просто выводок утиный. Видите, там вот, плывите туда дальше. X5. Плывите, плывите. Что вы? X10. Как он будет тебя? Основная камера 4К 60 fps. Шумит дождь. И дорога. Вот сейчас вы услышите, как мимо проезжает машина. Так примерно вы сможете снимать подобные сценарии. Минусы: нет официальной влагозащиты, какой-нибудь крутой. Звучание не порадовало. Фронтальная камера — это позорище. BBK не молодцы. Нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Непонятно, что с глобалкой. Плюс дизайн они не поменяли с 9-й версии. И я считаю это фейлом. Я бы хотел чего-то другого. Да и направленные микрофоны я как-то не заметил. Вообще много чего не заметил, чего хотел бы заметить. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокода, опять же, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Добавляйтесь в телеграм-канал взаимопомощи, в телеграм-канал, где мы делимся фото и видео съемкой новых старых девайсов, чтобы иметь возможность потом выбрать. И не забудьте в ВК добавиться. Что-то мне кажется, что опять с Ютьюбом что-то не то. Я туда тоже выгружаю ролики. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Когда существует помимо IQOO 10 Pro Vivo X80 Pro, смотреть смысл на этот смартфон, я бы сказал, небольшой. Да, он новее, да, у него более мощный процессор, но по большому счету плюшки из разряда процессор и блок на 200 Вт и все. Взял бы я себе IQOO 10 Pro? Конечно, да. Глобалки его, разумеется, не будет никогда, но в то же время и русский язык есть, и остальные плюшки. Крутой это смарт, да, но на любителя. Я думаю, что вам было интересно посмотреть про него. Не забудьте, что есть лайв-канал, на нем есть запись того, каким образом я гонял этот смарт в играх, притом напрямую на Твиче, без всяких карт захвата. Хотя в перспективе буду гонять подобное уже с картами захвата. Мне девайс понравился, своих денег он стоит, но еще раз повторяюсь, это ниша ниши. Хотя на Авито улетают IQOO очень-очень быстро. А все остальные выводы делайте сами. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там больше 10 тысяч человек. Телеграм-канал скидок почти 67 тысяч человек. Плюс я там эксклюзивный контент постю. К сожалению, напоминаю, что с 1 октября таможня будет уже свыше 200 евро, скорее всего 15%, если не будет никаких дополнительных документов, при том, что скорее всего ничего не поменяется. До 1 октября 1000 евро. Девайсу, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.